Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram. Сегодня предлагаю посмотреть вот такие интересные следочки узором, который мы с вами уже разбирали. Такими необыкновенно красивыми слонимскими ниточками. Можно продолжить вязание резинкой и сделать традиционный носочек. Можно связать вот таким образом и получим короткий носочек. В любом случае предлагаю посмотреть. Надеюсь, вам понравится и связать нарядные следочки. Начинаем вязать следочки. У меня красивая слонимская пряжа. Мы вот так вот делаем круг. И в круг провязываем 1, 2, 3. И это первый столбик. И столбики с одним накидом нам надо провязать 18 столбиков с одним накидом. 18. Первый круг провязали 18. Во втором в каждый добавили по 2. Провязали 36. И в третьем ряду нам нужно получить 48. То есть через каждые 2-3 столбика провязываем по 2 столбика. И в итоге мы должны выйти на 48, чтобы начать вязать основной узор ниточками другого цвета. Мы провязали 18, увеличили каждый столбик до 36 и добавили еще 12 столбиков. Вот они провязаны в одном столбике по 2. В следующем я провязывала в рядочке 3 столбика и увеличение. И еще один ряд просто столбики с одним накидом. Итого 4 рядочка провязали. Теперь наша задача присоединить ниточку контрастного цвета. Это у меня серая. Серая с бирюзой, да, будет. Присоединили. И теперь зелененькую подтянем. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. И в первый столбик с одним накидом вместо вкалывания. Идем дальше. 2 пропускаем. 1, 2. В третий столбик с накидом. Воздушная петля. Столбик с накидом. Еще разочек. Пропускаем 2 столбика, а в третий вяжем галочку. Это столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Вяжем по кругу вот такой незатейливый узорчик. Первый ряд провязанный. Присоединяемся в третью воздушную петлю. У нас их было 4, помните, мы их набирали в третью. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Между галочками вяжем столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Воздушная петля над галочкой, а между галочками опять вяжем столбик, воздушная петля, столбик. Воздушная петля над галочкой, а между галочками вяжем столбик, воздушная петля, столбик без накида. Такое вот вязание. Мы этот узор с вами разбирали. Я думаю, все его хорошо помнят. Вяжем точно так же. Просто в круговую. Второй ряд довязываем. Осталось только соединить. Но, смотрите, второй ряд мы довязываем. Нам нужно соединить и зеленую ниточку обязательно в этот момент включить. Вот у нас серую мы убираем, зеленую подхватываем. Разворачиваем на лицевую сторону и провязываем. Провязываем в этом же месте. Сейчас ниточку подтяну. Провязываем. Вот у нас здесь есть галочка. Мы в эту галочку присоединительным столбиком присоединяем 1, 2, 3, 4 воздушные петли. И в эту же галочку вяжем галочку. То есть мы ничего не меняем. Узор остается абсолютно таким же. Вот у нас галочка. Вяжем столбик с накидом.
воздушная петля, столбик с накидом. И опять в следующую галочку вяжем весь наш первый ряд, который мы вязали серым цветом, просто галочки. А второй ряд будут столбики без накида, как мы сейчас вязали здесь. И в итоге мы получаем вот такой красивый узорчик. С одной стороны вроде бы ажур, а на ножке достаточно плотно. Узор достаточно такой, вроде бы ажурный, но плотный. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. У меня получилось 6 таких вот изумрудных, вернее, зеленых рядочков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот. Довязываем таким узором до пяточки просто-напросто. А потом вяжем пяточку. Вот такая красота у меня получилась. Я связала до пяточки. У всех это будет абсолютно разный размер, длина, потому что и плотность ниточки у всех разная, и длина. Просто вяжем, измеряем до пятки. Поставила маркер. Что это значит? Теперь я буду вязать просто серым цветом до маркера и обратно столбиками. Это у нас будет пяточка. То есть мы вот связали наш узор красивый, вот у нас серенький до конца. Вот. Вяжу 3 петли подъема, разворачиваю вязание. И точно так же, вот как у нас столбики идут, вот столбик, значит столбик. Воздушная петля, столбик. Ничего не добавляем, ничего не меняем, а просто вяжем столбик в столбик, как у нас есть, поворотными рядами туда и обратно. Поставили маркер на 5 галочек я поставила. По центру мы не вяжем, а вяжем все остальное пространство туда и обратно до маркера. На длину пяточки это примерно рядочков 8-9, смотря какая толщина нитки. Я провязала поворотными рядами туда и обратно 9 рядочков. У каждого это может быть другие рядочки, потому что все зависит от пряжи. Померили, для пяточки подходит. Поворачиваем на изнаночную сторону, сшиваем петля в петлю, то есть мы петельку берем, самую первую, самую последнюю. И вот таким образом один столбик с одной стороны, другой с другой стороны я прошиваю столбиком без накида с двух сторон. То есть мы должны с одной стороны подхватить, с другой и прошиваем. Шов этот при носке не мешается. Я следочки ношу все время, потому что мне всегда ноги мерзнут. Вот. Всегда ношу шов. Он же не на стопе, а сбоку на пятке. Не мешает. Прошиваем туда и обратно. Провязали туда и обратно. Прошили. Выворачиваем нашу пяточку. И начинаем вязать. Сейчас вот вытащим эту нашу ниточку в центр. Раз, два, три. То есть нам нужно сделать обвязку вокруг, да? Вот первый ряд я предлагаю провязать у нас прям за столбик с накидом, который у нас бочком такие, да, они лежат. И в центр. И опять. Первый ряд столбики с накидом, а потом несколько рядочков рельефных столбиков, лицевой и изнаночный. Если хотите немножечко подуменьшить вот это расстояние, вот это, тогда мы вяжем просто в каждую, вот за каждый столбик, который у нас боком лежит, столбик с накидом. Вот так вот. Вот. Если нет необходимости уменьшать вязание, то вяжем один раз в столбик, один раз между. Прям тут видно. Опять в столбик и в между. Обвязываем по периметру на ту высоту, которую вам хочется связать. Как вяжется рельефный столбик, я думаю, прям все знают. Если нет, то я, конечно, покажу. Мы с вами дойдем до
столбиков я покажу, как вяжется рельефный лицевой столбик. Вот наш столбик. Вот столбик. Рельефный лицевой вяжется вот так. За столбик. Угу. Потом просто будет столбик. Я буду так резиночку вязать. И рельефный. То есть в этом месте, где у нас столбики есть уже провязанные, мы сразу начинаем вязать резиночку. Я буду вязать просто столбик и один рельефный. Столбик с одним накидом и один рельефный. И несколько рядочков буду вязать. Провязала несколько рядочков, буквально 4. И получились вот такие следочки, или это короткие носочки можно назвать. Красивые, яркие, интересные. А второй следочек у меня не хватило серой пряжи, и я повязала зеленой. Сейчас очень модно. Заметили вы или нет? Разные ботинки в кроссовках, разные штанины в джинсах. Ну и почему нам так не сделать? Пусть тоже будет разное. Огромное спасибо, если у вас хватило терпения, вы досмотрели ролик до конца. Надеюсь, он вам будет полезным. Будем утепляться на это холодное время года и радовать себя и близких. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм и вяжем вместе со мной.